Присела выпить свой напиток, зелье мое. Овес у меня запаренный, давно не пила. Вчера опять запарила в термосе, опять попью немножко. Хотела вам зачитать, куда я собралась сегодня. У нас есть группа «Семейный очаг», туда все родители относятся, приемные. И вот нам написали, что в пятницу 12.11.21 в 10 часов утра состоится тренинговое занятие для родителей преодоления эмоционального выгорания. Ну, на самом деле это правда, эмоциональное выгорание есть. Быть мамой утомительно, но если постоянные мамканья вызывают у вас нешуточные приступы раздражения и злости, может возникнуть чувство беспомощности и опустошения. Если вы все чаще вините себя в том, что вы плохой родитель, то, возможно, вы встретились с синдромом эмоционального выгорания. Что это такое? Как распознать его признаки и что делать в конкретных ситуациях? Это та конкретная помощь, которую вы должны себе позволить. С уважением, специалисты ОП. И вчера мне наши специалисты прислали сообщение на телефон, что сегодня в 10 утра они ждут меня. Ну вот собираюсь, сегодня всем ЦУ раздала, дедушке занятий целый список написала, девочек встретить со школы, Максима отправить в школу. Возможно, придется ему даже в музыкальную школу вести детей, потому что, возможно, я не успею. Наготовила с утра кушать. Ну вот собираюсь, поеду. После того, как посещу их, поделюсь с вами, о чем нам рассказывали. Ну, вообще, обычно проходят в таком положительном ключе все. Посмотрим, что будет. Порой просто нет времени выбрать. Вот у меня столько планов. Я вчера, когда получила эту смс-ку, я в ступор вошла. Мама дорогая, у меня столько дел. Я вчера вечером уже была никакая, и тут хлоп, мне надо все дела оставить и куда-то ехать. Ну, на самом деле получилось. У нас теперь, я говорю, такая помощь огромная. Это дедушка с бабушкой здесь, поэтому переехали. Раньше мы были только вдвоем и все равно справлялись. То есть в каждой ситуации можно найти выход. Сейчас уже буду собираться. Максима вот побуждаю покушать перед школой и поеду. Ну вот только приехала с опеки, точнее говоря, от специалистов, от психологов. Проходили с нами сегодня тренинг. Нас было 14 женщин, 14 мамочек и один папочка приходил, мужчина, доктор. И тема была эмоциональное выгорание. Ну, в основном мамочек, конечно. Хорошая тема, прошла на позитиве. Начиналось с того, что попросили нас поднять правую руку, поднять того, кто сегодня посмотрелся перед выходом в зеркало. Подняли все, а потом попросили поднять левую руку тех, кто перед выходом посмотрелся в зеркало и улыбнулся себе. Тут уже не все подняли руку, тут уже люди задумались, потому что некоторые настолько, правда, эмоционально выгорены. Получается так, что ты, правда, ждешь ребеночка. Мы смотрели онлайн-фильм, небольшой, маленький, там психологи. И там говорила она, рассказывала, что, говорит, порой мамочка ждет ребенка, что с появлением него все изменится. Но когда появляется ребенок, дети понимают, что начинается что-то не так, и начинает мамочка винить себя в том, что она плохая мама, потому что хочется сделать больше. Там, кстати, еще говорилось, спросите у детей и у мужа, в основном у мужа спросите, что он хочет сегодня, котлету с картошкой и разнообразие 150 салатов, или он хочет просто одну порцию и счастливую жену. И говорит, спросите, почти каждый муж ответит, что он хочет счастливую жену. То есть так интересно побуждали. Также говорили о том, что очень важно, как снимать эмоциональное напряжение. То есть заниматься спортом,
Ну, каждая мамочка, тем более многодетная, может сказать, что она занимается спортом, если у нее маленький ребенок, она таскает коляску, она делает, ходит много. Но, говорит, это не то. Это должен быть спорт именно. Пусть 5 минут в день. То есть, получается, это должно быть 5 минут, но это должно быть постоянно. Заходи, Рома, заходи. Привет, сыночка. Сейчас я приду домой. Также, говорит, не думайте, что про вас подумают плохо. Попросите бабушку с дедушкой, попросите родственников, брата, сестру, племянников, чтобы они хотя бы раз в неделю, иногда даже мужа, потому что, часто где-то с мужем еще, попросите даже мужа, чтобы раз в неделю вы могли погулять по магазинам, полежать в ванной. То есть либо по магазинам погулять, либо полежать в ванной, либо сделать что-то такое, что вы хотите, некоторые даже просто посидеть в тишине, но чтобы вы могли уделить время себе. Также, говорит, хотя бы раз в месяц планируйте покупки для себя. Очень часто, когда появляются дети, родители начинают покупать всякие бренды. Я по себе знаю, начинаем онлайн что-то выписывать. Еще это дети не сносили, еще новенькое. Мы начинаем другое выписывать, покупать. А ребенку все равно. Все равно ему, в чем он одет. Чистенько. А новый бренд это или не новый, ему все равно. Вы, говорит, лучше себе что-нибудь купите. Хотя бы раз в месяц. И, кстати, неважно, дорогое украшение или какая-то бижутерия, она, говорит, одинаково психологически сыграет, одинаково даст радости. То есть сегодня полностью проводили беседу, побуждали мамочек уделять внимание себе. То есть мамочка сначала должна научиться любить себя. Если она будет любить себя, она будет любить деток и мужа, и все будут счастливы. Такие интересные темы мы сегодня были. Там еще разные тесты были. Там, допустим, нарисуйте слоника. Кто какого нарисовал. И специалист зачитывала. Если там хобот кверху, уши кверху, то человек такой-то. Если ноги все одинаковые, то человек такой-то. Если большая голова круглая, то человек такой-то. Разные были. И шуточные были тренинги. То есть молодцы, подготовлены были хорошо специалисты. Но было приятно, что эмоциональное возгорание, тема такая, эмоциональное истощение женщины было посвящено тому, что мамочки правда не могут уделить себе внимание. Я вспоминаю, я раньше стригла всех детей дома. И кто-то, потом у меня спросили, а почему ты сама не стрижешь? А я не хочу. Почему все сама? Маникюр себе сама. Я раньше даже стриглась сама, но со временем перестала это делать. Поэтому очень важно в неделю раз уделять себе внимание, а хотя бы в месяц раз что-то себе покупать. Тогда счастливая семья будет. Такую тему сегодня рассказывали. Здорово. Настроение хорошее. У меня тоже на глазу соскочила висячая, родинка, или как она называется, папиллома большая. Она соскочила буквально за неделю до того, как я попала в больницу. За неделю выросла. Когда она у меня соскочила, я сразу к приятельнице, она у меня врач, я к ней обратилась, она мне сразу ссылочку прислала, что это упала иммунная система, то есть организм у меня перестал бороться, и такая сейчас все портит. Ваня, сын, вчера сидит на мне, такой целует меня и говорит: мама, у тебя что это, клещ укусил? То есть накачался, он не понимает, что это папиллома, говорит, клещ как будто бы надулся. То есть тоже себе надо уделить внимание, чаще краситься. Я последние 2 дня начала чаще краситься. Краситься надо всегда. Я вообще раньше, я
не видела себя не накрашенную. Я настолько сильно красилась, ухаживала за собой. Сейчас я вообще перестала это делать. Последние полгода я позволяю себе не накрашенной днями ходить везде. Никогда раньше я не могла себе позволить не накрашенной пойти в школу, пойти за детьми в детский сад или еще что-то сделать. Сегодня специалисты побудили еще больше за собой ухаживать, еще больше придавать себе внимание для того, чтобы у деток была красивая мама, и для того, чтобы, если я буду себя любить, значит, я буду любить свою семью. Сегодня в опеке мне сказали, что я должна больше отдыхать, беречь себя. Посмотрите, сколько людей теперь работает. Я сейчас сама колбаску порежу, отдыхать буду. Пиццу собираемся делать. Вот всей семьей. Ульяна режет помидорки и грибочки. Василиса натирает сырочек. Валера сырочек. А мальчишки перемывают кружки. У нас хорошее чистящее для посудомойки закончилось. А только вот это, которая светофоровская, ну плохое для нашей воды. У нас кружечки становятся белые. Нехорошая посуда. Вот сейчас мы все делаем. Тесто осталось после пирога. Сейчас будем пиццы на ужин делать. В обед кушали курочку с рожками. Посмотрите, какая у меня дружная бригада. Да. Все работают. У Валеры сыр натирается, да, сынок? Хочешь кушать, хватит есть. Хватит есть. Так, все поем песни, чтобы не ели. Все поем песни. Поем песни. Чтоб я слышала, что вы не кушаете, а поете песни. Поем песни. Песни, все поем песни. Два вида колбаски сейчас порежем. Ветчина и копченая. Нет пока. Хочешь, кушай. Ручки помыл? Да. Ручки чистые. Сейчас щеточку возьму. Сразу ручками, потому что тесто будем ручками. Это вот тесто вчерашнее. Смотри, вот так сделаем из-под пирога. И вот так его будем делать. Давай, я здесь делаю, а ты также делай вот здесь. Давай, подожди. Размазывай двумя ручками, как раз ручки смочишь. Во, хорошо, размазывай. Да. И тесто вот так ложи. Мои, как я делаю. Все, хватит уже размазывать. Можно так до завтра. Давай. Вот. Вот так дави, смотри. Вот так. Вот. Вот. Двумя руками. Давай. Вот. Нет, тянуть не надо ничего. Смотри. Так же пошел. Все, ты его ведешь везде, оно как как вчера Анюта сказала, как настоящий пластилин. Смотри. Все, и ровно-ровно везде, смотри, вот как у мамы. Угу. Вот. Толстоватое так все сделано. Давай вот так чуть-чуть расправлять. Подожди. Толстовато. Я уберу половинку. Мы лучше 3 пиццы сделаем. Потому что невкусно, когда толстое тесто. Надо тесто делать ровненькое. Хорошее. Смотри. Все. И теперь вот так я делаю. Смотри, соус. На пиццу всегда на дно у нас вот кетчуп домашний, соус. Мальчишки, потише. Давай. Ты тоже так же делай. Теперь берем с тобой... Что это? От гриба. Берем вот так раз. И вот так.
Давай тоже так делай. Хорошо, бери вот одну охапочку, вот так делай. Это мы делаем чуть-чуть. Теперь мы берем с тобой колбаску. Я беру эту, ты бери эту, а потом будем, смотри, вот так, смотри, вот так, раз. У нас будет смешанная. Угу. Мы будем смешивать с колбаской. Смотри, как я выкладываю. Вот. Мы будем из двух видов колбаски делать, да? Угу. Теперь такое. Да, теперь ту укладывай. Ой, врезались. Ой, так. Насчет эту сюда. Вот. И сюда. Вот. Угу. У тебя свой узор, да. Теперь берем опять вот так. Смотри, вот не очень много, но берем. И сыпем весь. Смотри. Давай. Так. Я смотрю, сколько у нас еще сыра там. Теперь берем грибочки. У тебя там есть, у меня тут. И выкладываем грибочки. Угу. Шампиньончики выкладываем. Угу. Угу. Так. Угу. Целое изобразительное искусство, да? Да. Так, все. Да? Ну да. Ну да, у нас еще на одну пиццу как раз останется. Теперь пошли берем помидорки. Помидорки выкладываем. А другую, ой, я вообще хотела пиццу просто с сыром. Ребятишка. Так. А сколько уже время, оператор? Уже 18:06. Оператор. Так, смотри, сын, я свою закрываю и пошла в холодильник уносить. А ты доделывай, не торопись. Потому что все равно в духовку мы поставим только одну, хорошо? Сейчас там сырочек еще. Я сейчас поставлю вот эту, пусть она пекется. Вот. Парни, занимаемся чаем. Ульяна. Так. Ты знаешь, а так и надо было одну пиццу сделать без грибов и помидоров, потому что малыши точно это есть не будут. Давай все помидоры сюда. Потому что малыши не будут кушать грибы и помидоры. Мы сейчас с тобой вот сюда. Вот. Пусть она будет такая твоя, да? Вам, пацанам, да? А малышам надо сделать просто. Без ничего. Они не будут кушать ни грибы, ничего. Колбаска и сырок малышам просто. Все. Хорошо, засыпем. Вот это пирог получился. По пацанячке прям сделал, да? Скажи, что мараться, как мама делает? Сделал, так сделал, да? Ну все, ждем, пока одна пицца. Вот здесь потихонечку засыпь, чтобы на край. Вот, и тут. И все, а это на ту пиццу оставь еще на одну. Все, целая пачка моцареллы. Все, хватит, сынок. Все, сейчас. Ну вот, заготовили 3 пиццы. Дети голодные, Ванюк, сади, как обычно. Зачем ты колбасу выкидываешь? А я съем. Угу. Я тоже 3 съем. пиццы. Дети кушают. Приятного аппетита вам. Спасибо.
Валерий старался. У парней в тарелках разложена Валеру пицца большая. Валерий от души постарался. А вот в этой тарелочке пицца, тут только колбаска и сыр. А малыши не кушают ни грибочки, ни перчик, поэтому это только их. Давайте попрощаемся. Пока. Подписывайтесь на канал. Не поставьте лайк. Если у вас красная кнопочка, пусть она станет серой. И смотрите наши видео. И всем пока. И до конца смотрите. На колокольчик. Большие воздержатся дети, да? Подростки заняты, кушают. Приятного аппетита. Спасибо. На, давайте.